Хэллоуин – культовый фильм ужасов с легендарным злодеем. Благодаря чему он стал коммерчески успешным? Какие приемы использовал режиссер для того, чтобы напугать нас? Как связана музыка из фильма с самим образом Майерса? И почему продолжения уже не сумели превзойти оригинал? При бюджете в 350 тысяч, являясь независимым кино, Хэллоуин собрал в прокате 60 миллионов. Окончательно сформировал свой жанр и стал одним из знаковых фильмов ужасов всех времен. Попробуем разобраться в успехе Хэллоуина и выделим главные его достоинства. Безусловно, самым значимым стал сам образ Майкла Майерса, молчаливого жестокого убийцы, наделенного необъяснимой силой, с выбеленной безэмоциональной маской. Мы не видели лица Майкла, мы не понимали его поступков, и эта неизвестность пугала не меньше самих убийств. В титрах он был указан как Шейп, в переводе «призрак», другими словами неодушевленный эфемерный образ. И действительно, во многих сценах он напоминал привидение. Но кроме визуального сходства, Карпентер выражает некую неодушевленность Майерса и в его поступках. На протяжении всего фильма Майкл не издает ни звука, даже когда получает ранение. Да и двигается не совсем так, как двигался бы обычный человек. Особенно это видно в таких сценах, как эта. Сначала он поднимается, а лишь затем поворачивает голову. Тем самым Майерс представал перед нами как своего рода чудовище с хищными повадками и наклонностями. С другой стороны, его действия нельзя было назвать необдуманными и инстинктивными. Наоборот, они были четко спланированы и подготовлены. Пропали хэллоуинские маски, веревка, несколько ножей. Кто, по-твоему, их украл? Кстати, в этой сцене Лумис смог увидеть и догнать Майкла, предотвратив убийство, если б смотрел по сторонам. Но это тоже далеко не факт, ведь в процессе фильма нам явно дают понять, что остановить Майерса не так уж и просто. В оригинальном фильме нет прямого объяснения, в результате чего Майерс получил сверхъестественную силу, так же как и нет четкого объяснения его мотивов. Авторы сделали это намеренно, предлагая зрителю самостоятельно интерпретировать его поступки и бессмертие. С одной стороны, это можно расценить как недоработка сценария, такая же, как, например, то, каким образом он научился водить машину, почти всю жизнь проведя в изоляции. С другой стороны, все это играет на руку мистической атмосфере фильма, ведь бессмертие и сила Майерса до конца событий фильма остается одной из главных загадок, на которую у зрителя, так же как и у героев фильма, ответа нет. Лишь во второй части, которая вышла в 1981 году, нам косвенно объяснили мотивацию Майерса и его возможное происхождение. Проклятие Самайна также логически объясняет некоторые детали первого фильма. Например, те сцены, где Майкл проявляет человечность, казалось бы, противоречат его неодушевленному эфемерному образу. Это и прерывистое дыхание, и явный страх на лице, и потребность в питании, когда он убивает пса. Но разумное объяснение этому есть. Возможно, некая сила вселяется в него, обыкновенного мальчика, и чинит зверство его руками. Также это объясняет то, каким образом он, не умея водить, с легкостью управляет украденным автомобилем. Даже водить не умеет. Вчера отлично умел. Здесь, видимо, научили. Но не только одним образом Майерса запомнился фильм. Успешным он стал также благодаря грамотной работе сценаристов и постановщика. Что же снял Карпентер? По своей сути, жанр Хэллоуина можно описать как психологический триллер. Напряженную атмосферу режиссер создает в первую очередь за счет операторских решений, монтажа и музыкального оформления. Иногда он разряжает атмосферу мирными сценами и ложными скримерами. Извини, Лори. Камера у Карпентера может снимать субъективно, из глаз Майерса, позволяя прочувствовать сцены более остро, словно мы сами участвуем в событиях. Или вторым планом, где присутствует Майкл, нагнетая тем самым тревогу и показывая угрозу, нависшую над героями. И совсем редко Карпентер апеллирует общим планом, например, здесь для того, чтобы показать место действия. Или здесь, чтобы подчеркнуть отстраненность мальчика и дать зрителю переварить случившееся на экране. А вот личность Майерса раскрывается по большей части за счет диалогов. Они играют очень важную роль в первой половине фильма, давая понять, насколько опасен антагонист. Michael Myers is the most dangerous patient I have ever observed.
Здесь длинными паузами в диалоге Карпентер показывает всю беспомощность врачей, которые не в силах объяснить, что происходит с Майклом. Или в этой сцене, где медсестра просит обращаться к мальчику как он, в то время как Лумис называет его оно, то есть само зло. Лишь Лумис понимает, какую опасность представляет собой мальчик, тогда как другие не видят в нем никакой угрозы. Я его знаю. Я его врач. Будьте готовы ко всему. А вот еще сцена, полностью раскрывающая сущность Майкла. Здесь беседу о судьбе как о некой стихии, которую нельзя остановить, Карпентер дополняет присутствием Майерса, намекая на то, что именно он олицетворение этой стихии. Судьба предстает неподвижной, как гора, и она неотвратима. Интересно, что спустя годы после выхода Хэллоуина мы увидим других, не менее знаковых антигероев, вдохновленных образом Майерса и отчасти вобравших в себя характерные его черты. Из менее очевидных Т-800 из первой части Терминатора. Его нельзя подкупить, с ним не договориться. Ему неведомы жалость, раскаяние или страх, и он ни за что не остановится. И даже образ Чужого из фильма Ридли Скотта отчасти вызывает те же ощущения, что и вышеперечисленные фильмы. А именно постоянное напряжение, ожидание неминуемой смерти и страх перед главным злодеем. Сюда можно отнести и Хищника, грозного внеземного охотника, непрестанно преследующего свою жертву. Все перечисленные антигерои вызывают наряду со страхом некое чувство восхищения перед их способностями и преобладающей силой. И в результате, посмотрев фильм, мы запоминаем образ антагониста больше, чем образ главного положительного героя. Тем более, если этот антагонист привносит что-то новое и оригинальное в жанр. Да, кстати, беззаботная песенка, которую напевают в преддверии жутких событий, тоже на месте. Своего рода клише классических фильмов ужасов, вроде считалочки из «Кошмара на улице Вязов». На контрасте беззаботная песенка или считалочка создает необычное гнетущее ощущение. Ощущение неизбежности чего-то жуткого и зловещего. Также ощущение беззаботности выражается и в демонстрации жизни подростков, их учебного процесса, отношений и даже в цвете. Когда появляется Майерс, события, как и цвета, начинают меняться, и в кульминации фильма погружение в темные тона ночи с чередой зверских убийств. Как известно, монотонное и тревожное звучание, характерное для фильмов ужасов, создает сильное эмоциональное напряжение, о чем я уже упоминал на примере фильма «Сияние» Стэнли Кубрика. И саундтрек Хэллоуину создан по тем же лекалам. Синтезатор в основном выдает грозные низкие звуки, трели в кульминационных моментах и заполнения, в которых ноты звучат высоко, неизменно в каждом такте, но без стабильной тональности, что рифмуется с нестабильностью поведения самого Майкла. Из обычного мальчика он превращается в жестокого убийцу. И заглавная мелодия неотъемлема от его образа и почти всегда подчеркивает его присутствие, вплоть до заключительной сцены фильма, где мы слышим дыхание Майерса на фоне комнат, что очередной раз намекает зрителю на эфемерный образ зла, которое нельзя уничтожить, так как оно, хотят сказать авторы, неотделимо от других частей мироздания. Как правило, безликих, непрописанных персонажей стараются раскрыть, показать характер, наполнить деталями, историей и мотивацией, чтобы в фильме он не был пустым болванчиком. И в более поздних работах Майкла старались раскрыть все больше и больше, наделяя его человеческими качествами, превращая в обычного маньяка, ничем не отличающегося от других убийц кино и реалий жизни. Начальная концепция непобедимого зла пошла под нож. Но все же Лори оказалась права. Хоть ей и не удалось уничтожить Майкла Майерса, за нее это сделало само время. Сюжет Хэллоуина переснимался раз за разом, и хоть в новых фильмах старались логически развить историю смитсгрудского маньяка, все-таки превзойти оригинал так и не вышло. Слишком уж непримечательными были изменения и уж слишком банальными сюжетные повороты и события. А вот переосмысление совсем перевернуло все вверх дном, изменив еще и атмосферу оригинала. За счет музыкального оформления, за счет кастинга и операторских решений. Да и вообще переосмысление напоминало оригинал лишь названием, да и разве что маской Майерса. И даже сюжетный твист в конце не спасает от общего впечатления фильма в целом, который потерял в саспенсе, потерял в режиссуре. Впереди нас ждут еще как минимум 2 продолжения от этого же режиссера.
И каждый новый сиквел, ремейк, раз за разом доказывает нам, что того самого Майкла Майерса из оригинала больше нет. Словно в подтверждение этих слов и маска хэллоуинского маньяка приобретает морщинистый рельеф, как бы намекая, что скоро наш постаревший Майкл отправится на вечный покой. И вместо того, чтобы издеваться над культовым образом, не лучше ли похоронить нашего знакового антигероя, который в оригинале произвел в свое время столь сильное впечатление?